Приветствую вас, дорогие друзья! Как настроение в новом году? Вы на канале Алекс Моделист, и это первый выпуск в новом году, и в нем будем доделывать диораму «Срочный вылет» с вертолетом К-50, который я собрал и покрасил в прошлых сериях. Вот здесь вверху ссылка на эти серии, кто не смотрел, посмотрите. В общем, когда я задумал диораму, я уже знал, что фигурки для нее я навряд ли найду, поэтому решил замоделить сам и распечатать на 3D принтере. Кстати, все модели, что я моделю для диорам, можно скачать на моем Boosty канале. Заходите, подписывайтесь, кто хочет поддержать мое творчество и получать плюшки, например, в виде раннего доступа к видео и скачивания 3D моделей. Кстати, в честь Нового года модели могут скачать все, начиная с первого уровня подписки. Ссылку оставлю в описании. В общем, по сюжету пилот бежит к вертолету, а два техника заканчивают подготовку вертолета к вылету. Кроме фигурок, я замоделил тележку для подвоза боеприпасов и бочки. Но еще были колеса шасси, но я про них рассказывал в предыдущей серии. Окей, дальше я принялся за основу диорамы. Она традиционно из пеноплекса. Бока обклеены бальсой, но бальсы у меня не хватило. Доделал оставшиеся края модельной фанерой. С фанерой мне не очень понравилось работать. Она намного жестче бальсы и ее сильно ведет при намокании клеем. Надо сильно прижимать. Углы шлифанул наждачкой. Дальше покрасил фигурки в основные цвета. Это синие комбинезоны, черные волосы с ботинками и телесным цветом кожа. Дальше методом сухой кисти нанес высветление голубым цветом. Зеленым покрасил жилет у пилота. Жидко разведенным черным затемнил теневые места фигурок. Затем, выставив вертолет по месту, начал размечать посадочную площадку. Ее решил изобразить из плит для аэродромов. Нашел референс в интернете с размерами плит. Разметив, начал вырезать каждую плиту ножом. Вырезал технологические углубления по краям плит. Карандашом продавил прорези для лучшей видимости промежутков между плитами. Зачистил поверхность наждачкой, чтобы краска лучше легла. Перешел к покраске. Закрасил все черным цветом, но старался делать с разводами для передачи неоднородности поверхности. Обклеил края малярным скотчем, чтобы песок, которым я решил засыпать все щели, не посыпался на стол.
Затем весь песок я закрепил клеем ПВА, разведенным водой 1:3. Настал черед покрасить плиты в их естественный серый цвет. Добавляю еще эффектов на плиты с помощью сухой кисти, белой краской. Добавляю такие белые пятна и потертости. И выделяю стыки плит черной краской. Траву решил делать смешанную зеленый с желтой. Трава из флока длиной 5 мм. Все тщательно перемешал, всаживал траву своим самодельным локатором, который я сделал из мухобойки. У меня на канале есть ролик, как я его делал. Если не видели, переходите по подсказке. После высаживания травы я рукояткой кисти изображаю небольшой хаос. В центре площадки для реалистичности добавляю еще немного травы, как будто проросла между плит. И еще наношу сильно разведенную белую краску для эффекта неоднородности поверхности. Изображаю пятна масла, также разведенные черной краской. Лучше всего подстраховаться и, чтобы не испортить результат, несколько раз нанести жидкую разведенную краску. В один момент я озадачился транспортировкой диорам по почте.
как сделать так, чтобы она доехала до покупателя целой. И я ничего не придумал лучше, как делать диораму разборной. Все составляющие упаковывать отдельно в поролон, чтобы при получении можно было легко собрать диораму по фото. В общем, я просверлил в ногах фигурок отверстие, куда вклеил проволоку, чтобы можно было воткнуть в основание диорамы. Дальше с помощью пакли делаю сухие кусты высокой травы. И из желтого флока отдельные пучки травы для разнообразия. Когда я печатал тележку в первый раз, она была как первый блин. Ну, вы меня поняли. В общем, у нее не пропечатались некоторые места, и я решил тоже найти ей применение. Будет в траве лежать, как старая ржавая тележка. Еще остались колеса, их тоже решил куда-нибудь положить. Ну и бочки. Одна будет на площадке, а две ржавые в кустах. Настал самый сложный, как мне показалось, момент. Это сделать брезентовую накидку на вертолет, которую должен стягивать один из техников. В общем, я посмотрел несколько видео на YouTube, и мне понравился вот этот способ. Сначала из фольги делаем такую прослойку, которая повторяет форму вертолета. Еще она нужна, чтобы не испортить поверхность вертолета. Затем я взял 2 слоя салфетки и, намочив водой, разгладил баллончиком дезодоранта, как скалкой, чтобы не было видно фактуры салфетки. Высушив феном, дальше вырезал ножницами кусок нужного размера. И с помощью воды придал нужную форму салфетки. Затем жидко разведенным клеем ПВА промочил и дал высохнуть. Периодически поправлял салфетку, чтобы она не теряла форму. Затем покрасил и дал просохнуть. Дальше аккуратно отделил накидку от фольги. Она отделяется очень просто, потому что ПВА-клей не пристает к металлу. Техник, по моей задумке, держит тент в руках. И чтобы придать нужную форму, еще раз смачиваю водой, чтобы он стал более гибким. И осталось покрасить боковины основания в черный цвет, хотя это надо было сделать намного раньше. Я просто забыл это сделать.
Ну вот и пришло время расставить все элементы на свои места. И все элементы на диораме не приклеены, их можно снять и поставить снова на свои места. Ну, в общем, вот такая диорама получилась. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, кто еще не подписан. И до новых встреч!